Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание фразам, которые притягивают негатив, которые притягивают безденежье и нищету в вашу жизнь. Поэтому срочно измените слова в своей жизни, следите за своим лексиконом для того, чтобы не причинить себе вред. Думайте о том, что вы говорите. Далее, более подробно мы поговорим об этих фразах. А вы возьмите листочек бумаги, ручку и запишите эти слова. Запомните и больше никогда их не произносите. Не вносите в свою жизнь негатив и разрушение. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всем приятного просмотра! Вы знаете, мы об этом не задумываемся, но каждое слово, которое мы с вами произносим, несет в себе особую энергетику. И от того, какие слова мы с вами употребляем, говорим в течение всего дня, зависит то, какие энергии мы притягиваем в свою жизнь и что нас окружает. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова вы употребляете. Ведь слова с негативным значением с каждым днем все больше и больше притягивают неприятностей и проблем в вашу жизнь. Любое слово имеет определенную и часто сильную энергетику. И если вы сказали это слово, то вернуть эту энергетику обратно уже невозможно. Помните поговорку «вылетело слово как воробей, и его не поймаешь». Также внимательно следите за тем, что вы говорите, в каком контексте оно у вас произносится. Потому что слова с такой энергетикой, когда слаживаются фразы, эта фраза обретает, опять же, определенную энергию, которая несет в себе, как правило, разрушение и может принести неприятные моменты в вашу жизнь, а также неудачи и всевозможные проблемы. Итак, фраза, которая начинается со слов. И вы знаете, к сожалению, многие люди именно эти фразы произносят изо дня в день. Это «я больше не могу». Я не имею что-то в достатке, например, это могут быть деньги. Я неудачник, я никогда не найду хорошую работу. Вы понимаете, какие это слова? Они же тормозят поступление энергии в вашу жизнь. Эти слова, эти посылы показывают, что вы не можете и вы не готовы получать хорошие, созидательные энергии в свою жизнь. Если вы часто используете эти фразы, знаете, у вас будут постоянные проблемы. Вы не сможете добиться нужного результата, при этом в любой сфере вашей жизни. И вы никогда, употребляя такие слова, не сможете осуществить желаемое. Далее, никогда не сравнивайте себя ни с кем, потому что каждый человек, он индивидуален. И того, что есть у вас, нет у других людей, и наоборот. И поэтому такие фразы, например, «он умнее» или «она умнее, чем я», «она красивее, чем я», или «я никогда не смогу справиться с поставленной задачей так, как она». И когда вы произносите эти фразы, вы сами, возможно, неосознанно притягиваете негативные посылы в свою жизнь, которые несут и вам в тот же час негативные события в вашей жизни, неудачи, проблемы, которые начинают вас преследовать на протяжении долгого времени. Также, сравнивая себя с кем-то, вы, к сожалению, излучаете зависть. А зависть – это разрушительный негатив, и окружая вас, эта зависть с каждым днем не в лучшую сторону приносит вам определенные изменения. Поэтому обязательно будьте уверены в себе, так как вы сделаете и справитесь с ситуацией, никто другой так не сможет. Возьмите это во внимание и сможете многое изменить.
Если вы боитесь выступать на публику, если вы боитесь говорить по телефону, да, на работе очень часто такие бывают ситуации, в таком случае в интернете очень много всевозможных есть практик, о том, как правильно общаться, тоже ораторское искусство, например. И научитесь думать о том, как вы можете изменить себя. Боитесь выступать, боитесь говорить, возьмите любую сказку, начните просто со сказки. Тот же «Колобок», самый простой пример. Возьмите, прочитайте 3 раза и перескажите. Ну так перескажите, чтобы вам самой понравилось. Получилось? Отлично, возьмите следующий какой-то уже более усложненный рассказ. Прочитайте и научите свою память быстро воспроизводить и обрабатывать любую информацию. Вы почувствуете себя намного уже увереннее. И так во всем. Также никогда не думайте о том, что могло бы быть, что это уже никогда не будет. Так как вы думаете, что этот момент прошел, и, конечно же, что может быть похожая ситуация, но уже не такая. Поэтому как поступить, нужно будет думать, и поэтому уже никогда не употребляйте следующие фразы. Если бы я сделала, если бы все было бы по-другому, если бы смог. Знаете, вы можете исправить любую ситуацию. Становитесь и исправляйте. А вот если нет такой возможности у вас по разным причинам, значит думайте в другом направлении, а от этих фраз избавляйтесь. Помните о том, то, что вы сделали, то, что вы совершили, это сделали вы. И на тот момент это был ваш выбор. И вы считали, что он самый правильный, верный. Да, возможно, вам не хватило опыта, вам не хватило знаний, вам не хватило еще каких-то моментов. Но на тот момент вы приняли решение. Но зная уже это, вы больше никогда это не повторите. Если вы будете продолжать употреблять эти фразы, значит, знаете, вы остановились на месте. И вы не можете двигаться дальше. Не можете притягивать новые энергии в свою жизнь. А значит, у вас начинаются денежные потери, которые будут увеличиваться при каждом разе и в результате приведут вас к безденежью. Также никогда не обсуждайте других людей. Или такие фразы, как можно очень часто в коллективе их услышать, что она недостойна, она глупая, она нехорошая, она живет неправильно. Знаете, это отталкивает от вас энергию счастья. У вас начинаются проблемы с окружающими людьми, потому что эти фразы портят вашу энергетику. И на этом уровне ваша и энергетика окружающих вас людей не взаимодействуют между собой. Поэтому всегда следите за тем, что вы говорите об окружающих людях, так как эти действия могут принести вам вред. Не имейте привычку обвинять кого-то, проговаривая следующие слова. Все из-за тебя. Все из-за того, что мне дали вот такой-то совет. Все вышло так из-за того, что мне помешали. Знаете, это влечет проблемы в вашу жизнь, в вашу семью. У вас появляются постоянные скандалы и постоянные выяснения отношений, которые с каждым разом усугубляются и приводят в результате к разводу. Никогда не жалуйтесь на свое здоровье. И такие фразы, как «моё здоровье желает лучшего», «я постоянно плохо себя чувствую» или «нет, еще хуже, нет здоровья». Эти фразы уже изначально несут в себе сильный негатив и разрушительный смысл. Используя их, вы привлекаете серьезные проблемы в вашу жизнь. И то, что уже есть, станет еще только хуже. Вы, наоборот, должны говорить правильные слова, которые уберут этот негатив. Но они должны звучать следующим образом. «Я здорова» или «я здоровая». И это избавит вас от неприятных моментов, которые на данном этапе есть в вашей жизни. Да, у человека могут быть проблемы со здоровьем, но для этого у вас есть врач, терапевт, с которым вы должны посоветоваться, сдать определенные анализы. Никогда не занимайтесь самолечением. Пройдите определенный, возможно, курс. Возможно, вам нужно поехать в санаторий. Но когда вы даже болеете, говорите себе, что вы здоровы. Это очень важно, потому что вы открываете определенные вибрации в свою жизнь.
Поэтому, чтобы не допустить такие вот неприятные моменты в свою жизнь, всегда старайтесь употреблять правильные слова. Не просто потому, что они правильные, а потому что они энергетически сильные. И это не только окружит вас положительными энергиями, но оттолкнет из вашей жизни негатив, нищету, безденежье. И в первое время, конечно же, очень трудно отказаться от выражений такого характера. Но когда вы это сделаете один раз, другой раз, и когда вы увидите первые маленькие результаты, первые положительные изменения, то вы поймете, что у вас все начнет получаться. А значит, любые ваши начинания начнут заканчиваться успехом. Ваша семья намного станет крепче, а отношения будут улучшаться с каждым днем. Вы должны поверить, что вы способны на любые изменения, которые только пожелаете. Главное первым делом перестать сомневаться и начинать менять свой лексикон, менять манеру своего разговора. Внимательно следите за словами, которые вы употребляете. Прямо сейчас начните писать себе те слова, которые вы готовы изменить в своей жизни. Если вы хотите быть счастливым человеком, говорите себе «я счастливая», «я здоровая» и так далее. Если вы хотите иметь высокооплачиваемую работу, говорите «я имею высокооплачиваемую работу» и назовите, в какой сфере, какую зарплату. Потому что бывает так, что для человека одного высокооплачиваемая работа – это $100, а для другого это уже 10 тысяч долларов. Это мы так утрируем, но чтобы вы понимали. Поэтому обязательно для Вселенной, у которой возможности безграничны и бесконечное множество, нужно всегда проговаривать все то, что вы хотите. И, пожалуйста, забывайте про негатив. Даже если у вас сейчас куча всевозможных проблем, просто сядьте, отдохните и начните прописывать вот только все в положительном, только в созидательном русле. И самое интересное, когда вы начинаете выходить на путь вот этого созидания, у вас начинают появляться люди, проблемы новые. Но это проверка вас, сдадитесь вы или нет. Помните, самое тяжелое время – это перед рассветом. И в жизни так же самое. Когда вы только встали и только начали двигаться, у вас жизнь еще раз перепроверяет. Ну что, вы усвоили урок или нет? И как только жизнь, высшие силы видят, что вы усвоили урок, эти проблемы просто в миг исчезают. Поверьте, это так происходит в жизни. Просто мы с вами не привыкли двигаться вперед, знаете, как стать таким вот ломовой вот такой вот лошадью и идти вперед, потому что мы привыкли себя жалеть. Перестаньте себя жалеть, избавляйтесь от этих негативных слов, а мы вам желаем изобилия, достатка и благополучия. Будьте здоровы и берегите себя.